Томас и Линда были счастливой и любящей семьей, пока их сын, семилетний Дэйв, не заболел. Его мучили сильные головные боли, бессонница и усталость. Вскоре его состояние ухудшилось, и он оказался в коме. Врачи диагностировали энцефалит, воспаление головного мозга, но несмотря на лечение, мальчик не приходил в себя. После нескольких месяцев борьбы с болезнью, врачи сказали родителям, что Дэйв останется в коме навсегда. Томас не терял надежды, продолжал заботиться о сыне, каждый день пел для него и утешал, в то время как Линда теряла себя. Стресс и горе от потери сына угнетали ее психику. Она теряла интерес к жизни, а ее здоровье ухудшалось. Линда начала сильно переживать, что не может справиться с болью и страданиями сына. Она стала агрессивной, особенно по отношению к Томасу, и однажды даже пыталась покончить с собой. Томас пытался поддержать жену, но ее состояние продолжало ухудшаться. Вскоре ее госпитализировали, где она начала восстанавливаться с помощью психолога. В это время Томас продолжал верить в чудо и ухаживать за Дэйвом. Он не мог оставить сына без внимания, несмотря на отчаяние Линды. Через несколько лет, когда Дэйву исполнилось 12 лет, они с Линдой начали нанимать помощь. В дом пришла няня по имени Роза, которая ухаживала за мальчиком, пока родители занимались своими делами. Однажды, после нескольких месяцев, Роза услышала странные звуки из комнаты Дэйва и поняла, что он подает признаки жизни. Она вскоре вызвала родителей, и они бросились к сыну. Оказавшись рядом с ним, они заметили, как он открыл глаза, а потом снова их закрыл. Врачи подтвердили, что это был реальный прогресс. Вскоре Дэйв начал говорить, но его первое слово шокировало родителей. Когда он увидел свою мать, он закричал и попросил ее уйти. Он объяснил, что, находясь в коме, осознавал все, что происходило вокруг, и услышал, как его мама ненавидела его. Он даже заявил, что она хотела его смерти, чтобы вернуть счастье в их семью. Эти слова поразили Линду. Она не могла поверить, что сын помнил ее отчаяние и боль. Она почувствовала огромную вину за те ужасные слова, которые сказала ему в моменты отчаяния. Линда была разрушена и начала ежедневно отправлять Дэйву открытки с извинениями, надеясь, что он простит ее. Через неделю она решила встретиться с сыном лично и извиниться. Линда и Томас рассказали Дэйву, что она не имела в виду ничего из того, что сказала, а ее слова были следствием сильного стресса и боли. Дэйв, несмотря на все пережитое, простил мать, и они смогли вернуться к нормальной жизни. После этого Дэйв продолжил свое восстановление, хотя ему еще было трудно ходить. Врачи заверили родителей, что со временем он сможет встать на ноги. Они с Линдой продолжали поддерживать его и, несмотря на все, что пережили, стали снова счастливой семьей. Месяц спустя Дэйва выписали из больницы, и он начал делать первые шаги в своей новой жизни. Семья была полна надежды на будущее, и они были благодарны друг другу за поддержку, любовь и терпение, которые помогли пережить этот долгий и трудный путь.